Привет, ребята! Меня зовут Катя Гомес. Я рада приветствовать вас на моем канале и в моем дебютном видео, в котором я собрала для вас самые действенные методы для того, чтобы выучить немецкий на уровне носителя или приближенном к нему. Методы, о которых я хочу вам сегодня рассказать, я не учила ни в украинском, ни в немецком университетах, но именно они помогли мне выучить немецкий на таком уровне, что фраза «Mann, du sprichst aber so gut Deutsch, wie hast du es gelernt?» присутствовала примерно в 97% всех моих small talks с немцами и не только за последние 5 лет. И именно этими методами я хочу поделиться сегодня с вами. Так что ловите. Начать я хочу с очень простого способа, который помог лично мне быстро и эффективно выучить язык. Он применим ко всем, кто уже владеет уровнем примерно А2, или же кто живет в Германии, кто здесь учится, работает, проходит волонтерство, au-pair или что-нибудь в этом роде. Этот способ состоит из 3 шагов. Первый. Записывайте. Записывайте все, что для вас ново, все, что для вас интересно, все, что вам кажется необычным. Слова, выражения, идиомы, ударения, интонации и так далее. Шаг 2. Придумывайте свои примеры с записанными выражениями. Шаг 3. Применяйте их в своей речи. Этот метод может показаться очень простым, но я вас уверяю, его эффективность просто зашкаливает. Я о нем узнала довольно случайно и пришла к нему, можно сказать, из скуки на работе. 5,5 лет назад я приехала в Германию на волонтерство и работала полный часовой рабочий день за карманные деньги, так сказать. Так как эта работа была в социальной сфере, мои коллеги любили проводить совещания. Проводили они их каждый день по часу, а то и 1,5, а то и даже 2 иногда. В начале своего волонтерства я просто даже не въезжала в то, о чем они говорят, потому что я не понимала эту связанную немецкую речь от носителей. И иногда с каким-то северным акцентом, это было в Бремени. Вот, так что я просто очень скучала во время этих совещаний. Чтобы как-то скоротать время, я просто записывала все, что я не понимала, а также все, что мне казалось интересным. Когда я приходила домой, я переводила все это дело. Конечно, иногда не находилось перевода, потому что я записывала какие-то слова неправильно, но контекст на работе не менялся, так что хочешь не хочешь, через какое-то время тебе приходится понимать. Кроме того, я постоянно вслушивалась в речь моих коллег. Я слушала структуру их предложений, какие грамматические структуры они употребляют, какие существительные с какими глаголами, как они склоняют прилагательные, какую интонацию они используют, как они ставят ударение и так далее. И я не стеснялась задавать вопросы о значении слов, выражений, каких-то идиом. И таким образом, сама того не замечая, я увеличила свой словарный запас за считанное количество месяцев на просто 1000 новых слов. Но, конечно, я понимаю, что не у всех есть возможность слушать немецкую речь регулярно или понимать немецкие медиа. То есть, по сути, если вы живете в другой стране, не в Германии, вы можете проделывать мой первый метод, который я только что объяснила, с обычными немецкими медиа. Вы можете слушать новости Deutsche Welle или Tagesschau, или же слушать просто немецких блогеров в YouTube. Но если у вас нет такой возможности, то у меня есть еще один очень крутой совет именно для вас. Хотя не только для вас, потому что он очень универсальный. Он подходит для всех уровней. Итак, неважно, где вы живете, неважно, где вы учитесь, и неважно, на каком уровне вы сейчас находитесь. Самое главное в изучении иностранного языка – это понять, как вам его учить. Теория утверждает, что есть 6 типов учеников. Аудитивный, визуальный, коммуникативный, двигательно-тактильный, человекоориентированный и медийный. Аудитивному типу необходимо услышать информацию, поэтому ученики такого типа чаще предпочитают аудиокниги написанному тексту. А
А еще им легче воспринять какой-то новый материал, новое правило, если они его услышат. В то время как визуальному типу необходимо увидеть эту информацию, будь то на доске или в книге или в собственной тетради. Он поверит, да, он выучит, когда увидит. Коммуникативный тип учится по ходу дела, во время коммуникации, во время общения с носителями или с другими учениками. Двигательно-тактильному типу необходимо какое-то движение. Я, наверное, отношу себя к такому типу. Мне нужно записать именно рукой, что происходило движение, какое-то новое слово, чтобы его выучить. Я также слышала, что есть люди, которым помогает ходить по комнате туда-сюда и повторять какое-то новое слово для того, чтобы его выучить. Возможно, вам такой метод поможет. Человекоориентированный тип нуждается в компетентном и приятном преподавателе. Такие люди чаще всего достигают большего успеха на индивидуальных занятиях. И последний, медийный или медиа-ориентированный тип – это тип ученика, который осваивает новую информацию лучше всего с помощью техники или компьютера. То есть вебинары, онлайн-уроки или же просто хорошее техническое оснащение во время обычных офлайн занятий – это его территория, в которой он чувствует себя как дома. Итак, теория утверждает, что есть эти 6 типов учеников, и что каждому из нас необходимо выбрать один тип и построить свое обучение, так сказать, вокруг этого типа. Но у меня для вас есть хорошая новость. Нам не нужно выбирать один единственный тип, который будет отображением нас самих и который станет такой себе волшебной таблеткой, потому что волшебной таблетки нет. Анализируя свой собственный прогресс и прогресс моих учеников, которых было за последние 2,5 года достаточно много, я пришла к выводу, что самое эффективное обучение получается именно тогда, когда мы объединяем все эти 6 типов в один. Под этим миксом из 6 типов я имею в виду следующее. Сначала нам нужно выбрать компетентного, приятного преподавателя, который будет нас вдохновлять, с которым нам будет очень интересно учиться. Анна Александровна, если вы смотрите это видео, то я вам передаю огромнейший привет и крепкое объятие из Германии. Большое вам спасибо за ту мотивацию, которую вы в меня вложили. Да, и мне посчастливилось иметь именно такого преподавателя в начале моего пути, который смог влюбить меня в этот язык. Вот. Следующее, что нам нужно получить, это регулярная новая информация, регулярный новый материал от нашего преподавателя. Этот материал, допустим, какое-нибудь правило, допустим, склонение прилагательных в немецком языке. Этот материал нам нужно увидеть, да, как визуальный тип, нам нужно его увидеть в тексте. То есть нам нужно найти какой-нибудь текст в учебнике или какую-нибудь статью на том же Deutsche Welle, например, там масса прекрасных статей, и мы читаем наш текст. Просто его прочесть и увидеть, да, окей, там где-то просклоняли мы прилагательные, увидели окончание, молодцы. Этого мало. Нам нужно обозначить наше правило. То есть, если это какая-то статья из интернета, мы ее распечатываем и именно обозначаем маркером или подчеркиваем карандашиком наше правило. Если это склонение прилагательных, то мы подчеркиваем наш артикль, окончание прилагательных, окончание существительных, подписываем, конечно же, падеж. После этого мы проходим грамматические упражнения, да, мы тренируем наш новый навык. Потом мы составляем собственные примеры на основе, допустим, тех же грамматических упражнений или текста, который мы прочли. После этого нам нужно услышать не только от преподавателя у доски или в онлайн-курсе, но от носителя. Нам необходимо услышать от носителя, как он в своей речи употребляет это правило. То есть мы слушаем какой-нибудь подкаст или какое-нибудь видео, да, в Ютубе от Deutsche Welle, опять же. Кстати,
Deutsche Welle, я не знаю, почему я сейчас употребляю его так часто, я им даже не пользовалась, когда сама учила немецкий, но мой муж пользовался, говорит, очень классный лайфхак, да, для изучающих немецкий. Так вот, я знаю, что в Deutsche Welle есть даже такие аудиотексты для всех уровней. Если вы А1, то вот там вы найдете себе прекрасное аудио, которое вы сможете слушать и развивать свой слух. В конце мы употребляем это самое новое правило в своей речи. Итак, если вы проходите все эти шаги, да, от услышать новую информацию от преподавателя до применить ее самому в собственной речи, при этом не упуская ни чтения, ни аудирования, ничего из всяких шагов dazwischen, да, между А и Б, то у вас просто не будет шанса не выучить немецкий язык. Ребят, огромного вам успеха в изучении немецкого языка. Я постараюсь быть вам полезной своими видео. Если у вас есть вопросы, а я уверена, они есть, вопросы, предложения, фидбэк, оставляйте их обязательно в комментариях. Я буду очень рада, я постараюсь на них ответить, возможно, даже в отдельных видео. Вот, большое спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.